Друзья, приветствую! Вот и подходит к концу первый месяц весны. Снега становится все меньше, а пение птиц слышится чаще и чаще. Лед на пруду пока еще прочный, но не стоит недооценивать его опасность. Поэтому морозным утром я отправляюсь к самым дальним фотоловушкам, чтобы забрать их и переместить в более доступное место. К тому же, по прогнозу, ночных морозов уже не будет, а значит, о прочном Насте можно забыть. Но пока в ранний час с температурой в -5 с легкостью пробираюсь к жилищу бобров. Именно отсюда я уже несколько раз уходил ни с чем. А все дело в том, что большие грызуны сменили место деятельности, выбрав растительность буквально в 20 метрах от того места, где я их терпеливо ждал. С момента перестановки камеры прошло чуть больше недели, но я все же надеялся на лучшее, и вот что из этого вышло. Уже через пару дней после моего ухода, когда закатное солнце освещало лишь дальний лес, бобр отправился за провизией. Всего через минуту ивовый куст был уже у него в зубах, и по натоптанной тропинке грызун отправился домой. Совсем скоро, не особенно торопясь, он пошел за добавкой. Вновь минута, и трофей уже на пути к хатке. Дорога к убежищу не самая удобная, ведь на пути снег уже заметно подтаял, образовав глубокую яму. Но зверь не сходил с тропы и уверенно продолжал движение. Следующий выход был лишь 2 дня спустя, на этот раз пасмурным днем. Зверь был не слишком активен и, похоже, долго прикидывал, куда бы отправиться на этот раз. Простояв как истукан, он медленно двинулся в сторону камеры. Как выяснилось, и бобры не прочь вплотную изучить незнакомый объект. Камера была предусмотрительно закреплена на засохшей березе, которая вряд ли представляет интерес для животных. А вот соседним березам повезло куда меньше. Пожалуй, самая наглядная демонстрация остроты и прочности зубов, которые, как и у всех грызунов, растут на протяжении всей жизни. Но вернемся к фотоловушке. На этот раз бобру понадобилось 2 минуты, однако по пути его взгляд упал на еще один куст, который в мгновение ока был успешно спилен. Другое дело, наверное, подумал бобр, и ушел привычной дорогой. На этот раз было выбрано другое направление. Видимо, в старом месте ивовый запас подошел к концу. Однако вернулся бобр лишь через полчаса. Скорее всего, все это время зубастый зверь оттачивал мастерство на ближайшей березе. Жаль, что до этого камера простояла столько времени впустую. К тому же бобр всегда выходил в светлое время суток. Но на этом оставим тайную жизнь грызунов в покое. Я отправился дальше, в место, где совсем недавно я обнаружил множество странных следов. Такое чувство, что кто-то пробудился после зимней спячки, но эти норы были буквально в паре метрах от воды, и я подумал, что здесь обитают бобры, однако следы были совсем не похожи на отпечатки грызунов. Чтобы разобраться, на ближайших кустах я установил фотоловушку, и за неделю она сработала один единственный раз, но тем самым прояснила ситуацию. Уж кого-кого, а енотовидную собаку здесь я совсем не ожидал увидеть. Ранее эти животные попадали в кадр лишь в десятках километров от города, да и далеко не во всех местах. Для меня так и осталось загадкой, здесь ли пушистый зверь провел зиму, или же он пришел сюда в поисках пищи и набрел на старые ходы бобров. Хотя в прошлый раз других следов я не обнаружил, поэтому, похоже, это и есть жилище собаки. Хищник же, тщательно обнюхав одну из нор, медленно отправился дальше.
Очень жаль, что камеру пришлось снять, но скорее всего уже через пару дней идти сюда будет опасно. Обратный путь пролегал через лес, ведь там на поляне меня дожидалась еще одна камера, которую я оставлял в надежде на появление лосей. Но вместо них, как всегда, появилась куница, для которой я также припрятал здесь лакомые кусочки. Поляна была тщательно помечена, но хищница не стала долго позировать, или же ее похождения остались вне поля зрения. Неделю спустя, холодным ранним утром, на место набрела лисица. Бегло изучив обстановку, она удалилась по своим делам. Судя по следам, здесь пробегал и заяц, но недостаточно близко, чтобы включилась ловушка. На этот раз куница появилась прямо в обед, видимо, почуяв весну. Хотя и в теплое время года увидеть этого зверька днем непросто. На этом активность животных закончилась, а значит, пора перемещаться к последней на сегодня камере, которая простояла в лесу не меньше 2 месяцев. Добраться до нее было непросто, ведь следы от снегоступов полностью замело, а наст здесь уже не был таким прочным, поэтому пришлось изрядно попотеть. Здесь появление куницы началось с короткого знакомства с камерой, после чего, почуяв сквозь свежий снег запах приманок, хищница быстро переключилась на привычное занятие. Подсветка этой камеры более заметна для животных, поэтому куница то и дело заглядывала в объектив. Но в целом это ее ничуть не смущало, и в считанные минуты поляна стала пестрить множеством свежих следов. За 20 дней снег сгладил картину, и вновь лишь куница отметилась в поле зрения. Не самое популярное место среди животных, ведь только мышь решила немного разнообразить кадры, а после вновь пробежала куница. Вот и все посетители за 2 месяца. Все-таки выбор места играет ключевую роль. Наконец, выполнив план на прогулку, я отправился в сторону дома, а значит, этот выпуск подходит к концу. Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить свежие лесные новости. Это был канал По следам. До скорого!